Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы. Я буду отвечать на вопросы, которые вы спрашивали меня в моем телеграм-канале, здесь, на ютубе и в моей email-рассылке. Было очень много вопросов, и я разделила их на несколько частей. Это видео будет больше про культурологические вопросы, вопросы о России, что-то интересное, факты, какие-то спорные факты о России, истории, культуре. А в другом видео, в следующем видео, которое я выложу через 2-3 дня, не знаю, будем больше говорить о грамматике, практике, о языке. И давайте начнем. Итак, вопрос от Мэтью. У меня вопрос о русских людях, которые живут в другой стране. Это правда, что русские люди не хотят жить в другой стране всю жизнь, но когда-нибудь всегда хотят вернуться в Россию. Часто читаю, что русские люди очень скучают по России. Да, я живу в Аргентине 3 года, почти 3 года, и до этого я была в других странах. 3 месяца в Турции, в Венгрии, в Болгарии, в Сербии, в Грузии 4 месяца. Поэтому меня давно не было дома. Коротко сказать, да, русские люди скучают по России, но я думаю, что все люди скучают по своему дому, если они живут за границей, если они живут в других странах. Потому что м, всегда самые теплые, самые, знаете, самые базовые, самые фундаментальные воспоминания связаны с твоим домом. Я скучаю по России, но, если честно, жизнь в Аргентине меня очень избаловала, потому что здесь очень тепло. И я из Ижевска, а в Ижевске всего, по-моему, 30 или 50 солнечных дней в году. Когда я жила в Ижевске, то я думала, что это нормально. Я думала, что все небо белое, все небо в облаках, и это нормально. А сейчас в Буэнос-Айресе, где 300 солнечных дней в году, я понимаю, что нет. Я, наверное, больше не смогу жить в городе, в месте, где очень облачно. Мне нужно солнце. Следующий вопрос. Арвид. Я не знаю ударения, поэтому Арвид, Арвид. Вопрос очень большой, и я прочитаю немного. Вопрос по генеалогии. У Арвида есть немецкие предки, которые приехали в Данию, чтобы помогать обрабатывать землю. История такова, что некоторые из немцев уехали дальше в Россию. В России этих немцев называли поволжскими немцами. Волжские немцы, поволжские немцы, немцы Поволжья. Это значит, что теоретически у меня могут быть родственники далеко в России. Мне было бы интересно, что можно узнать больше о этих поволжских немцах. Я хочу отметить одно интересное слово – предки. Предки – это наши родственники, это прабабушки, прадедушки, прапрапрабабушки, прапрапрапрапрапрабабушки и так далее. Это наши предки, кто был перед нами. А другое слово – это наши внуки, правнуки, прапраправнуки, прапрапраправнуки. Это наши потомки. Кто будет потом? И просто мне нравятся эти два слова предки и потомки. Очень логично, очень логично. Итак, это интересный вопрос. Может быть, вы слышали, что Россия – это многонациональная страна. Это так, это правда. Какие есть национальности? Конечно, русские, есть белорусы, есть украинцы, якуты, удмурты. Я из Ижевска, из Удмуртии, и это республика, где коренной народ удмурты. Есть татары, есть чеченцы, есть якуты и так далее. Очень-очень много. И
тоже есть немцы. Какая история? История очень интересная. Российская императрица Екатерина Великая, это 18 век, она была немкой, пригласила немцев приехать в Россию, чтобы жить. Вот как здесь пишет Арвид. Это были очень хорошие условия, без налогов. Нужно было просто приехать и работать на земле. Можно было строить дом и жить спокойно. Насколько это возможно, если ты живешь в России, насколько это возможно жить спокойно. И потом, в начале 20 века, была революция. И Российская империя, Советский Союз, и у поволжских немцев даже была своя территория. Это немецкая АССР. Но я думаю, что вы понимаете, всем было тяжело жить в Советском Союзе, особенно в начале Советского Союза, а потом была Вторая мировая война против немцев. И, в общем, судьба у немцев по Волжье была не очень сладкая. Жизнь у них была тяжелая. Сейчас в России есть потомки этих волжских немцев. Вспомнила, что я хотела сказать. Если вы думаете, что у вас есть предки из России, то вы можете воспользоваться, найти сервис, который помогает восстановить генеалогическое древо, сервисы, которые помогают искать предков, искать родственников. Например, я знаю Генотек, не нужно жить в России, это все можно сделать онлайн, они проведут интервью, они спросят у вас, какую информацию вы знаете, они будут искать по архивам, будут искать по разным музеям. Если они найдут каких-то родственников в России, то они будут их спрашивать, чтобы искать дальше ваше генеалогическое древо. Это интересный формат. Скажу сразу, что я этого не делала, потому что, ну, я сделала тест ДНК, который ищет ваших предков, и у меня все очень скучно. У меня очень скучный тест ДНК. И тоже близкий вопрос, похожий вопрос от, как это читать? Копел? Капель? Я рекомендую посмотреть видео о фамилиях родственников, чтобы узнать как можно больше. Да, очень интересно узнавать о разных фамилиях, особенно если у вас есть корни, если у вас есть предки в России, из России, то как минимум интересно узнать историю своей фамилии, потому что много людей, даже здесь, в Аргентине, у кого есть славянские фамилии, и даже прочитав информацию о истории фамилии, можно узнать больше о своем роде. У меня есть большой вебинар об истории русского языка. Это вебинар скорее об истории русского народа и русского языка, и как разные другие народы, культуры влияли на русский язык, и почему русский язык такой, ну, каждый язык необычный, но почему русский язык необычный по-своему? Это один из моих любимых вебинаров, хотя это нечестно так говорить, потому что каждый вебинар я люблю по-своему, и все они будут в моей годовой программе «Год русского языка». Я сейчас еще над ней работаю, но основную информацию можно прочитать по ссылке. И я всех вас приглашаю туда. Я приглашаю вас учить русский со мной в следующем году. Мне всегда неловко, я всегда чувствую себя немного некомфортно, когда я говорю о своих продуктах, о том, что у меня есть. Давайте продолжать. Дальше. Нина. Вопрос. Как в России люди относятся к релокантам и эмигрантам, завидуют, не одобряют, радуются? И как ты думаешь, железный занавес вернется или нет? Ну, я думаю, что железный занавес вернется. Это может звучать немного пессимистично, немного минорно, но давайте будем реалистами. Россия сейчас немного окукливается, немного закрывается, и Европа, западный мир тоже закрываются по отношению к России. И, в принципе, это понятно. Поэтому железный занавес вернется.
Мне кажется, он уже есть немного, но я надеюсь, что потом будет лучше. И как в России относятся к релокантам и эмигрантам? Завидуют, не одобряют, радуются? Здесь а, хороший вопрос. Скажу так. У России есть большая история эмиграции, когда люди из страны уезжают. И всегда, в любом случае, этих релокантов, эмигрантов в стране называли предателями, врагами народа. И я думаю, что ситуация плюс-минус одинаковая. Например, мои родители точно не одобряют, что я уехала, и они думают, что я уехала зря. Так, Бхаргави. Я живу в России, и мне сложно заводить разговоры с русскими. Как начать беседу с русским человеком? Итак, на моем канале есть, по-моему, 2 видео на эту тему. Мне кажется, что они неплохие, но я недавно думала об одной интересной вещи. Когда вы разговариваете с человеком, носителем своего языка, например, вы разговариваете с другом или знакомым, и вы видите, что другой человек вас не понимает, мне кажется, что естественная реакция — говорить больше, попытаться объяснить, что вы хотите сказать. И в России, ну, в некоторых других странах нет культуры, как разговаривать с иностранцами, потому что в России очень-очень мало иностранцев. И поэтому, когда вы общаетесь с носителем русского языка, и вы что-то не понимаете, и ваш собеседник понимает, что вы не понимаете, его реакция, самая первая реакция — это говорить больше, попытаться объяснить еще сильнее, еще лучше, как он может. Но мы знаем, мы с вами знаем, что если мы что-то не понимаем на иностранном языке, то наоборот, нужно говорить медленнее, нужно говорить меньше, нужно говорить проще. А носители этого не понимают. И вы знаете, что на один вопрос можно ответить очень просто, а можно ответить очень сложно. Например, вы можете спросить: простите, а где метро? И человек, который понимает, что вы иностранец и умеет говорить с иностранцами, он скажет: идите вперед 5 минут, потом налево. Например, так. Как может ответить носитель русского языка? Он может сказать: пройдитесь пешочком, потом повернете и все увидите. Что все? Куда все? Где все? Но возвращаясь к вопросу Бхаргави, может быть, помогут 2 этих мысли. Первое: все любят советовать, все знают, где самый вкусный кофе, где знают, где самая вкусная еда, все знают, какой фильм надо посмотреть, все знают, какой сериал самый хороший, поэтому можно спрашивать это. И второе: все любят говорить о себе. Но, Бхаргави, я помню тебя, и я думаю, что тебе не нужно стесняться. Все будет хорошо. Я уверена 100%. Следующий вопрос о Лет-70. Я буду говорить Летхе, хорошо? Привет, привет, привет из Буэнос-Айреса. Я снимаю это видео в Буэнос-Айресе. И здесь такой комментарий. К сожалению, в Австрии не так много возможностей говорить по-русски. И да, и нет. У меня есть одна рекомендация, где можно найти общение на русском языке. Сейчас мы говорим про эмиграцию, да, продолжаем тему. Я знаю, что очень много людей из России уехали в другие страны. Среди россиян очень популярен менеджер, чуть не сказала, мессенджер Telegram. И в Телеграме есть куча разных чатов и каналов. И именно в этих чатах и каналах все иммигранты общаются. Они там, в этих чатах и каналах, продают свои вещи, спрашивают, куда сходить в новом городе,
спрашивают про разные сервисы в новой стране. И найти такие чаты очень легко. Нужно просто открыть "Телеграм" и в поиске, в строке поиска написать название вашего города или название вашей страны кириллицей. Ну, просто по-русски напишите. Например, когда я искала в "Телеграме" по-русски слово "Вена", я нашла чат студентов, я нашла чат, афишу мероприятий на немецком и на русском языке, куда можно сходить в Вене. Можно тоже искать, например, барахолка. Барахолка — это место, где люди продают свое барахло, свои старые вещи. И часто на этих барахолках люди продают книги, книги на русском языке. И поэтому ищите, и я уверена, вы что-нибудь найдете. Но помните о безопасности. Телеграм — это может быть опасно. Никому не отправляйте деньги, никому не говорите, не знаю, где вы живете, свой номер телефона. Не надо. Но искать информацию можно. Искать информацию можно. Мэтью, вопрос о России. Отлично. Как хорошо относится правительство к Калининграду? Я была в Калининграде один раз, и мне очень понравилось. Я была в Калининграде в 19 году, может быть, в 20 году, не помню. И какие у меня были впечатления? Во-первых, в Калининград даже сейчас очень много людей переезжают со всей России. И если раньше большой плюс был Европа, близость к Европе, сейчас, конечно, ездить в Европу нельзя, но все равно люди в Калининград переезжают, потому что это очень симпатичный город, очень чистый, очень аккуратный. Это небольшой город, точно не такой большой, как Казань, например, или Пермь. Я не говорю про Москву, про Петербург. Но если сравнивать с Калининградом, я бы сказала, что это достаточно точное сравнение. Может быть, там будет не так много развлечений, как в центральных городах, как в городах-миллионниках, но я думаю, что у Калининграда есть тоже свои плюсы. Есть природа, Балтийское море, есть леса. Поэтому, если вы хотите туда поехать, то я думаю, что минусов нет, минусов не вижу. На этом давайте закончим первое видео. Следующее видео я буду снимать сейчас, а вы его увидите через несколько дней. Поэтому, если вашего вопроса здесь не было, скорее всего, этот вопрос будет в следующем видео, и это видео будет через 2 или 3 дня. Если вам интересно учить русский язык со мной, то ссылки в описании. До скорой встречи. Пока-пока.